Многие мне задают вопрос, зачем я это делаю. Для меня это вызов. Побороть свои страхи. Страх холодной воды известен каждому. Все фридайверы мерзнут, особенно на статике, и я не являюсь исключением. На соревнованиях мне уже случалось замерзать перед попыткой, поэтому я решила попробовать полежать статику в максимально некомфортных условиях. Есть вещи, которые кажутся невозможными, но зачастую мы даже не подозреваем, на что способно наше тело, если мы поверим в себя, если мы на это правильно настроимся. Когда мы заходим в ледяную воду, нас сковывает страх, нас сковывает холод. Но если мы расслабимся и впустим холод в себя, не будем ему сопротивляться, очень много становится проще. 30 секунд. «20 секунд». 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Official топ. 4, 5, 6, 7. Данный рекорд находится на стыке двух видов спорта, причем каждый из них экстремальный. Это зимнее плавание и фридайвинг. И тот и другой вид спорта экстремальный, поэтому требует повышенных мер безопасности. Никогда нельзя выполнять задержки дыхания на воде без страхующего, ну и пребывание в ледяной воде без страхующего в течение длительного времени тоже опасно. Когда мы выполняли тренировки, за мной обязательно смотрел страхующий, всегда. И во время установления рекорда также у нас присутствовала бригада скорой помощи. Минута. Но я не только спортсмен, я учу новичков на базовых курсах, как правильно, безопасно заниматься фридайвингом. Веду регулярные тренировки. Даже в формате регулярных групповых тренировок у меня ко всем ученикам индивидуальный подход. Все выполняют задания, которые им нужны в данный момент, которые им по силам в данный момент. Ну и формат индивидуальных занятий тоже существует. Можно детально разобраться там в технике, в каких-то психологических проблемах с каждым конкретно взятым учеником. А еще мы выезжаем на глубину в разные теплые страны. Египет, Индонезия, Турция. Много есть мест, где понырять. В Европе тоже ныряем. На Тенерифе, например. 2 минуты. Ключевым моментом в обеспечении безопасности является четкое понимание возможностей своего тела. И мы должны понимать, какие сигналы нам подает тело и когда нам нужно закончить попытку. Во фридайвинге вообще самое главное слово – это вовремя. В повседневной жизни мы постоянно о чем-то думаем. Мысли сменяют друг друга, вращаются вокруг какого-то события, как лопасти вертолета. А данный вид спорта учит нас быть в моменте. Мы останавливаем эти лопасти, но вертолет при этом не падает. Расслабляй. Не спускай. Вытянись, осталось. 2,50. Три минуты. Все отлично, Маша. О пользе фридайвинга и задержке дыхания можно говорить бесконечно. Об этом написаны книги, статьи. Но для меня фридайвинг – это прежде всего путь к пониманию себя.
Вытянись, расслабься, натянись, еще расслабься. 3.20. Вытянись, расслабься еще раз. И 30. Еще чуть, потерпи, Маш, потерпи чуть. Осталось уже немного. 3.40. Натянись еще раз, вытянись, расслабься. Все хорошо? 3.50. 3.55. Давай, натянись, вытянься. Натянись, Маша. 4. 4.5. 4.10. Маш, все, наверное, достаточно уже, аккуратно. 4.15. Маш, осторожно. I'm okay. Любые соревнования или в данном случае установление рекорда, конечно, вызывают большое волнение, потому что нужно сделать все здесь, сейчас, и второй попытки уже не будет. Конечно, мне было волнительно, и чтобы побороть это волнение, я решила подумать, зачем я это делаю, почему я это делаю. И я поняла, что я это делаю, потому что мне это нравится. И поэтому не было рекорда. Была просто приятная тренировка, когда я занималась своим любимым делом. Страх ушел.